Приветствую, друзья! Американская компания Spencer, ныне давно забытый производитель, специализировалась на производстве мостовых кранов. Однако в 1800-х годах и в начале 20 века они также производили широкий спектр станков. Среди них были различные большие обычные токарные станки, большие и маленькие строгальные станки и, по крайней мере, один довольно интересный и необычный маленький токарный станок 10 на 38 см с задней передачей и винтовым зажимом, каретка которого перемещалась исключительно по глубоким направляющим, проходящим по всей длине передней поверхности станины. Для небольшого токарного станка станок был не только мощно сконструирован, но и обладал рядом полезных особенностей. Большой фрикционный микрометрический циферблат на поперечной направляющей, хорошо сконструированная комбинированная каретка с ходовым винтом поперечной подачи квадратной формы. Но был и минус. При повороте ручки вправо приводило к перемещению ползуна наружу. Это не было проблемой для оператора, использующего только один токарный станок. Но с другими обычными станками в мастерской верный рецепт катастрофы. В центре фартука на горизонтальных V-образных пазах была закреплена бронзовая гайка зажима винта с большим размером. Привод от шестерни шпинделя бабки к винту осуществлялся через механизм обратного хода, расположенный на внутренней, а не на внешней стороне отливки бабки. Пожалуй, самым неожиданным было оснащение каретки ручным приводом с зубчатой передачей. Роскошь, почти невидимая в то время на небольших токарных станках. К сожалению, дизайн и исполнение оставляли желать лучшего и могут быть охарактеризованы только как грубые. На ранних моделях шестерни были полностью открыты с внешней стороны фартука, а зубья стойки были установлены так, что их зубья были направлены вверх, что было верной ловушкой для стружки и грязи. Еще хуже то, что перемещение было cack-handed, то есть поворот рукоятки в сторону задней бабки перемещал седло в противоположном направлении. Более поздние версии токарного станка были оснащены аккуратным литым кожухом, закрывающим шестерни. Расточенный шпиндель бабки спереди вращался в конической бронзовой втулке, а сзади в обычном параллельном подшипнике. Пара стопорных гаек притягивала шпиндель к переднему подшипнику с упором в фибровую шайбу. Дешевое решение, но помогало поглощать некоторую вибрацию при сверлении отверстий. Установленные на обычном эксцентриковом валу, задние шестерни, похоже, были закалены. Сменные колеса располагались на кронштейне с двумя параллельными пазами, что было распространено между 1880 и 1910 годах, и что делало настройку составных зубчатых передач довольно неудобной. Однако, в отличие от других небольших токарных станков того времени, где шестерни вращались непосредственно на крепежных шпильках, в Spencer использовались плавающие втулки с фиксацией шестерен с помощью винтовых хомутов. Привод сменных колес осуществлялся не через шестерню на конце шпинделя бабки, а через нижний вал, соединенный со шпинделем шестернями, расположенными на левой внутренней стороне бабки, что более характерно для больших токарных станков. Единственным преимуществом было наличие скользящей шестерни, удерживаемой ввинчивающейся ручкой непосредственно под подшипником левого шпинделя для отключения привода. Этот токарный станок, должно быть, продавался в разумных количествах и находился в производстве в течение нескольких лет, поскольку он относится к периоду 1990-1920-х годов, когда небольшие токарные станки постепенно переходили от круглых кожаных ремней на узких V-образных канавках к более тяжелому плоскому ремню.